Всем привет! Вы на канале ParsHub, и сегодня мы будем чинить парсер Valperis. Буквально на днях ВБ что-то у себя поменял, поэтому мой публичный парсер сломался. Ну что ж, давайте, наверное, вместе его починим. Думаю, это будет интересно. Вначале нужно проверить, что там сломалось, хотя бы какие-то получить первоначальные сведения. Помню, это бесплатный парсер Wildberries, который парсит все товары по какому-то поисковому запросу. Вот у меня здесь вбит кроссовки мужские Nike. Серые, ну пусть будет просто Nike. И прелесть данного парсера в том, что он парсит именно все данные, а не только там 50 страниц или сколько Wildberries вам позволяет. Про то, как создавался данный парсер, я записал целый плейлист, поэтому, если хотите, ссылки будут в описании. Но сейчас новое видео, как мы это чиним. Парсеры иногда ломаются. Что ж, давайте не будем тянуть и запустим. Посмотрим, что там идет не так. Итак, да, парсер сначала получает cookies, начинает парсинг, и, как видим, статус 403. Доступ запрещен, и программа останавливается, да. С таким статусом мы парсить, естественно, не можем, нам нужен код 200. Ну что ж, думаю, смысл данного видео будет понятен. Если нравятся такие разборы, ставь палец вверх и погнали. Чтобы разобраться, что же там поменялось, нам нужно открыть наш браузер, вкладку Incognito, пишем Wildberries, переходим на страницу, ждем, пока проверит наш браузер. Закрываем всякую рекламу. И нас интересует парсинг поисковой выдачи. Открываем инструменты разработчиков. Сразу можно открыть вкладку Network, очистить ее. Ну и напишем любой какой-то запрос. Допустим, футболка мужская. Просто выберем ее. Остановим запись. И, как вы уже, наверное, помните, у нас все здесь через идет запросы. Поэтому можем сразу включить вкладку Fetch, чтобы отсеять то, что нам необходимо. Ну и видим вот наш запрос, который нам необходим. Вот так выглядит его ответ. Products. Все товары. С виду пока ничего не поменялось на самом деле. Чтобы подробнее изучить данный запрос, что же там поменялось, правая клавиша мыши, Copy и Bash. Итак, скопировали мы данный запрос. Чтобы нам его трансформировать в код Python, можем это сделать, конечно, вручную, а можем перейти на такой сайт, как curlconverter.com. Вставим здесь то, что мы скопировали, и вот мы получили готовый Python код. Прекрасно. Копируем его себе. И здесь в проекте я себе обычно сделаю какой-то вспомогательный файл, который не закидываю в Git. Он у меня примерно называется example.py, сейчас он пустой. И здесь я могу проводить какие-то свои такие эксперименты, чтобы попробовать разные варианты, проверить какие-то теории. Ну, в общем, вы сейчас, в принципе, сами все увидите. Итак, что нас интересует? Нас интересует статус-код, и нас интересует количество товаров. Если мы посмотрим, как они там выглядят, потому что весь ответ очень большой, мы не хотим вводить, содержится он в products. Мы можем написать, конечно, просто print response JSON, чтобы это увидеть. Например, вот так. Но я просто хочу увидеть количество товаров. Меня интересуют, в принципе, товары. И я не буду их выводить на печать, я просто выведу их количество через len. Вот таким вот образом. В данном запросе я ничего не менял, просто запускаю как есть и посмотрим, работает ли он. Так, статус-код 200 это отлично, и 100 товаров у нас в данном запросе. Супер. Данный запрос работает. Теперь давайте рассмотрим его поближе. Что же здесь поменялось? Будем искать именно тот момент. В headers мы можем сразу удалить наши cookies. Они здесь закомментированы, они роли никакой не играют. И давайте посмотрим, начнем же с cookies. Данный токен мы получаем через Selenium или его аналог, я уже сам не помню через что. Он нам явно необходим. Мы можем попробовать, к примеру, без него. Ну и ожидаемо запрос. Не прошел 498 код, код другой, не 403. То есть у нас токен, в принципе, получает, все с токеном должно быть нормально. Получение данного токена реализовано в данной программе, но пока нет гарантии, то, что оно работает сейчас правильно. Хотя если бы, наверное, было неправильно, то код был бы 498, правильно? Вот такой вот ход мысли. Ну давайте посмотрим, что за VB ID. Отключим его, посмотрим. Так, с им отключенным все окей. Идем дальше. Device ID. Ну, то есть понятно, что accept language, такие стандарт хедеры, у нас они, естественно, все указаны, поэтому в таких пока не стоит искать проблему. Следующий подозреваемый это device ID. Ну, давайте закомментируем.
и проверим, работает с ним или нет. Вот, 403 код. Это уже что-то. И просто пометим себе, что это такой хороший подозреваемый у нас. Дальше. Реферер. Работает с ним отключенным. Юзер-агент мы передаем, все эти данные мы тоже передаем. Остается у нас X параметры. Мы можем сразу их группой заблокировать. Они обычно, если у нас сильно важны, то работают вместе. Так, для ускорения процесса. Ну и как видим, даже с комментированными ими у нас все работает. Что ж, посмотрим параметры. Слева мы видим параметры, которые работают в парсере, и справа мы видим реальные параметры, которые мы сейчас достали и которые гарантированно работают. Больших каких-то отличий я не вижу. По сути, в параметрах у нас ничего не поменялось. Ну, кроме, наверное, AB-тесте. Можем передать false, но я не думаю, что это как-то повлияет. Для того, чтобы наверняка убедиться, я скопирую, вставлю здесь и проверю с нашим параметром. Ну, а вдруг? Нет, все отлично, с этим работает, поэтому остается у нас, в принципе, один подозреваемый, это device ID. Ну что ж, давайте еще раз закрепим, просто проверим, с ним работает. Без него не работает, сразу 403 код. Хорошо, теперь, казалось бы, нам нужно определить, как формируется данный device ID, потому как мы уже прояснили, что он нам будет необходим. Для того, чтобы это проверить, мы можем просто подменить какие-то данные. Да, для начала не стоит никогда лезть и искать, как конкретно формируется данный device ID. Поверьте, в большинстве случаев его достаточно сделать каким-то случайным или псевдослучайным, и это все будет работать. Не стоит тратить свое время на бессмысленные вещи. Если, конечно, у вас это не какой-то спортивный интерес. Ну, давайте я просто оставлю оригинал, его закомментирую. И здесь какие-нибудь подменю цифры. Вот, к примеру, у меня здесь 477 на 555. Ну, допустим. Отлично, запрос сработал. Теперь мы уберем сайт и здесь напишем какой-нибудь 1, 2, 3. Работает. Уберем 1, 2, 3. Работает. Уберем нижнее подчеркивание. Работает. И уберем сайт окончательно. Не работает. Сделаем device ID 1, 2, 3. Работает. Ну, давайте для правдоподобности, я все-таки люблю делать иногда как-то более осмысленно, мы можем сделать что-то, взять оригинальный такой вот device ID. По сути, это ID-шник нашего девайса, с которого мы зашли, то есть в данном случае моего компьютера. И подменить вот как раз несколько цифр, делать их каждый раз случайными, и по идее это будет работать. Чтобы это проверить и узнать возможные лимиты, я, как правило, делаю чуть больше 100 запросов. Делаю обычный цикл. For in range 105. Почему 105? Потому что это больше 100. Программисты тоже люди, и они обычно устанавливают ограничения на каких-то красивых числах. Например, 10, 50, 100 и так далее. Но, как правило, если нам дает без проблем спарсить больше 100 запросов подряд, именно подряд синхронные запросы, я не рассматриваю сейчас асинхронные. То есть, если у нас вот сработает эти 105 повторов, то, как правило, проблем ждать не стоит. Ну и сделал такой простой принт, который будет выводить в нашу попытку, статус-код и сколько у нас товаров. Ну что ж, давайте запустим, посмотрим. В данном парсере, как видим, использование прокси совсем не обязательно, но это если вы не парсите в промышленном масштабе. А если вдруг объемы у вас серьезные, то без прокси никуда. Поэтому хочу посоветовать вам надежного провайдера Mobile Proxy Space. У них есть как мобильные, так и серверные прокси, большой выбор стран, адекватные цены и быстрая поддержка. Сам активно пользуюсь их услугами, поэтому советую с чистой совестью. В описании вас ждет не только ссылка, но и промокод со скидкой 20% на первую покупку. Ну что ж, как видим, все запросы были успешными, ни одного провала, поэтому каких-то проблем, как я уже говорил, ожидать не стоит. И нам необходимо всего лишь добавить в наши хедеры формирование какого-то случайного device ID. Это прям даже удивительно, что всего лишь такие малые и простые изменения нам предстоят. Обычно хотя бы менялся URL, как это добавлялось, еще параметры, усиливалась защита, но это не тот случай. Итак, где у нас это задается? У нас есть отдельный какой-то класс, который отвечает за парсеры. Он, как видим, берет headers из self-headers, а self-headers это у нас какие-то статичные
Да, из Command Data. Ну и отлично, копируем наш device ID, вставляем. Ну и чтобы было какое-то подобие рандома, мы импортируем библиотеку random и, к примеру, заменим эти три цифры. Сделаем это f строкой и здесь пропишем str от random randint от 3 единиц до 3 девяток. Что здесь произойдет? У нас берется вот эта строка, и в ней посередине будет один раз, так как мы импортируем один раз эти хедеры, взято какое-то случайное число от 111 до 999. Но это я сделал просто, чтобы у нас гарантированно было 3 числа, чтобы длина строки осталась такой же, как в оригинале. Хотя на самом деле, как мы убедились, оно работает с любой длиной строки, но на всякий случай, чтобы парсер проработал как можно дольше, желательно делать аналогично оригиналу. Ну, в общем, здесь подставится каких-то 3 рандомных числа, и по идее все должно заработать. Ну что ж, давайте проверим. Запустим кроссовки мужские Nike. Угу. Так, вот как видим, уже работа пошла. Раз он дробит диапазоны, значит у нас в принципе запросы все успешные пока идут. Мы хотим проверить, я бы хотел проверить, сколько вообще товаров вот этих кроссовок мужских Nike на самом деле у нас. Для этого я вобью в поиск их и найдем запрос. Если вы помните или смотрели предыдущее видео, Wildberries нагло врет насчет количества. Вот, к примеру, у него здесь написано 415 найдено. Если мы посмотрим этот запрос, здесь уже 122 тысячи, ну почти 123, ладно, что больше похоже на правду. Но сколько там на самом деле, наверное, даже сам Wildberries не знает. Но хотя бы можно ориентироваться вот на эту цифру. Если хотите быстрое доказательство, я могу вам показать. Например, здесь у нас все мужские кроссовки же, очевидно, правильно? И у каждых кроссовок есть какой-то размер. Давайте посмотрим. Прокликаем просто все размеры. Готово. Ну и вот, если выбрать все размеры, то будет 121 574. Вот это, кстати, очень похоже на правду. Ну и, в принципе, не сильно далеко вот от этой цифры. Посмотрим, что у нас там спарсило. Так, наверное, работа почти завершена. Да, есть какие-то ошибки валидации, но это, кстати, такое бывает, ничего страшного. Если мы несколько товаров сейчас потеряем, я не сильно расстроюсь и даже не буду это фиксить. Если мы соберем больше 100 тысяч товаров, то такие погрешности, конечно, допустимы. Ну, хотя в будущем я, наверное, все-таки посмотрю там, что там за товары и какие у них ошибки. Наверное, просто какие-то валидация полей. Так, программа завершила свою работу. Идем в результаты. Откроем это с помощью нашего проводника. Ну и посмотрим, 14 мегабайт весит данный файл. Данные, как видим, собираются. Ссылки, название, цена, рейтинг и прочее. То, что мы программировали, то и забивается. Ну и собрало 110 895 товаров. Я считаю, отличный результат. Хотел добавить за вменяемые деньги, но это вообще бесплатно. Поэтому вдвойне отличный результат. Данная программа доступна бесплатно. Ссылка на GitHub, естественно, будет в описании. Если есть какие-либо вопросы, пишите в комментариях. Кто напишет, что мне в данном случае повезло с данным парсером, будет абсолютно прав. На этом всем спасибо. Пока.